Приветствую всех, кто волей случая оказался на моем канале. Сегодня хочу поговорить о такой интересной, но не так широко освещаемой теме, как должна была бы быть. Тема на самом деле очень важная, и касается она роли женщины в мировой архитектуре, именно с большой буквы женщины. Как ни странно, даже в 21 веке не так много представительниц прекрасного пола мы знаем, хотя женщин, практикующих архитекторов, в мире очень и очень много. И даже я, к стыду своему, без подсказки, кроме Захи Хадид, не назвал бы вам еще, наверное, ни одного имени. И это очень стыдно, поэтому пытаюсь эту ситуацию исправить и рассказать хотя бы о пятерке женщин, которые достойны упоминания и должны быть на слуху наравне с такими именами, как Норман Фостер, Тадao Андо и прочие известные архитекторы-мужчины. И, наверное, затронем две темы. Тема первая, собственно говоря, представить несколько известных пока в узком кругу представителей прекрасного пола, работающих в этой тяжелой и очень сложной профессии. И второе, несколько слов о том, почему девушкам эта работа дается труднее. Я не буду называть это рейтингом, это просто женщины, работа которых мне очень и очень нравится, не более чем. Поэтому не воспринимайте это как экспертное мнение или какой-то действительно рейтинг. Это просто мое мнение о том, какие работы было бы интересно показать, и что за этими работами стоят именно хрупкие дамы. Итак, хотел бы начать с наших соотечественниц, потому что они мои коллеги, и мы говорим на одном языке. В первую очередь хотел бы выразить свою благодарность и огромное уважение Нине Прудниковой. На мой взгляд, Нина Прудникова номер один в интерьере. Это касается не только Москвы, а и России в целом. Опять же, это мое личное мнение, но на сегодняшний день я ни у кого не видел более изысканных, более выверенных, более четко и аккуратно сделанных интерьеров. Без выпендрежа, без рисовки, без какого-то пафоса. Очень аккуратные, чистые, очень проникновенные работы. Я думаю, что заказчики все абсолютно должны быть влюблены в ее работу и должны быть счастливы от того, что такой замечательный человек прикоснулся к их домам. Это очень аккуратная подача материала. На мой взгляд, отличительная черта работы ее мастерской — это очень большое изящество, очень простые приемы. Самый большой плюс ее работы — то, что когда смотришь ее объекты, то не видно натужной работы дизайнера. А это дается труднее всего, потому что сделать какой-нибудь яркий жест очень просто. Серая бетонная стена, яркое кресло, все. Думаешь, что получилось. Ничего подобного. Гораздо сложнее сделать так, чтобы интерьер просто дышал, а работы дизайнера не было видно. Это могут себе позволить только самые большие мастера. У Нины Прудниковой это получается как ни у кого другого. Вторая дама в моем небольшом списке — это Александра Федорова. Молодая женщина, очень агрессивная, и, как мне показалось в жизни при нашем кратком знакомстве, и в архитектуре. Ее жесткая архитектурная стилистика, ее выразительный пластический язык архитектурный заслуженно привлекают внимание клиентов. И, на мой взгляд, ее мастерская и она сама как автор и руководитель растут просто такими темпами, что угнаться, наверное, будет сложно даже тем, кто на этом рынке оказался гораздо раньше нее. Посмотрите, какие замечательные работы за последние несколько лет вышли из мастерской Александры Федоровой. И точно так же, как и Нина Прудникова, практически на всех премиях, фестивалях и конкурсах наших профессиональных они занимают первое, второе или третье место, но обязательно, практически всегда в призах. Это здорово. Это достойно уважения и немножко зависти. Во второй части моего небольшого, очень коротенького обзора будут женщины, иностранки. В первую очередь, наверное, имя, которое не нуждается ни в каком представлении, это Заха Хадид. К сожалению, она нас покинула, но ее мастерская продолжает успешно работать. И, надеюсь, будет радовать нас и дальше прекрасными произведениями архитектуры. Хотя, с моей личной точки зрения,
я бы не относил искусство Захи Хадид в разряд архитектуры. Это что угодно. Это скульптура, это абстрактная живопись, только в объеме. Но архитектурой это назвать сложно. И, может быть, в этом и есть огромный плюс и ее заслуга. Она дала прорыв для этой безумной пластики, для совершенной свободы самовыражения архитекторов. И, наверное, может быть, как и Микеланджело в свое время, который поломал судьбу художников, которые шли за ним после его Сикстинской капеллы, точно так же очень многим архитекторам сломала мозги Заха Хадид с ее невыносимо энергичным творчеством, которое невозможно не заметить, от которого нельзя в голове отвязаться, и мотивы которого так или иначе будут всплывать в твоей работе. И очень сложно от этого отказаться. Казалось бы, так просто что-нибудь там навертел, сделать в объеме, и все будет хорошо. Нет, не будет. Это очень тяжелая работа. Это очень, я думаю, что очень много времени проводилось в выравнивании, в отрезании лишнего. Ну, в общем, здесь сложно говорить о творческой кухне мастера, но так оно и есть. В России есть несколько ее сооружений. Это частная резиденция на Рублевке, вот можете посмотреть, и одно из офисных зданий в черте города. По-моему, было что-то еще третье, но врать не буду, не уверен. Вот два объекта точно есть в России. Более того, как ни странно, недавно ко мне в мастерскую был звонок с предложением сделать копию того, что построено на Рублевке. Совершенно безумная просьба, я даже не нашелся, что ответить. Вот как? Просто повторить? Ну тогда сделайте 3D-скан и постройте. Да? Ну вот, все, безумие, просто какое-то безумие. Это невозможно повторить. Второе имя очень сложно произнести, потому что транскрипция японских имен очень сложна. Попробую произнести правильно, но лучше вот прочитать, как это пишется хотя бы латиницей. Кадзо Сэдзима. Тоже очень именитый персонаж. Вот не так широко раскрученный, как тот же Фостер, но, на мой взгляд, достойный славы и успеха не менее. Одно из ее последних произведений, которое мне довелось видеть вживую, воочию, это новый музей современного искусства в Нью-Йорке. Совершенно потрясающее здание в своей простоте, с одной стороны, а с другой, когда на него внимательно смотришь, то понимаешь, что в ее работе удалось совместить, как мне казалось, совершенно несовместимые вещи. Это архитектурный Малевича и оригами японское. Вот так это сплелось, что совершенно потрясающий образ. Да, как все в Нью-Йорке, это здание выпадает из контекста полностью, но выпадает не за счет какой-то вычурности, а именно вот за счет своей предельной простоты. То есть философия, которой обладает эта женщина, она доступна, наверное, только ее соплеменникам, таким как Тадао Ландо. Такой уровень простоты и минимализма можно найти только в глубине своей души, а кто из нас может туда заглянуть спокойно и внимательно что-нибудь там рассмотреть. Ей это удалось. А когда это приобретает еще зримую, ощутимую форму, ощущение просто потрясающее. Если у вас будет возможность в Нью-Йорке, обязательно посмотрите это здание. Особенности, конечно, есть. Они гораздо ярче проявляются в интерьере, чем в архитектуре, потому что я не знал долгое время, кто построил этот музей. Мне казалось, что это мужская работа. Сказать, что Заха Хадид очень как-то по-особенному женственно мягка в своих работах, тоже нет. То есть в архитектуре, наверное, это вычислить гораздо сложнее. Есть определенный набор подходов, который всегда покажет девушку в работе в интерьере. Почему? Потому что в интерьере больше работы с цветом, и женщины всегда гораздо лучше мужчин работают на нюансах. И я всегда четко скажу, кто выбрал тот или иной цвет, например, не знаю, там, для текстиля, для тона стен, кто выбрал камень, муж или жена. Потому что мужики всегда более прямолинейные, то есть черное, белое, красное. А
девушки всегда работают на таких нюансах, которые порой мужчины вообще не могут определить. То есть иногда на стройках мы с заказчиком стоим и смотрим, как, например, дизайнер и заказчица долго определяют разницу, вернее, обсуждают разницу между двумя совершенно одинаковыми палетами с цветом. И мужчины стоят и думают, что такое? А вы о чем говорите? Они говорят, ну вот как же, это же два совершенно разных цвета. Вот, соответственно, девушки гораздо лучше и тоньше относятся к деталям, к нюансам, вот к таким каким-то мелочам, которые мужчины просто не видят вообще по определению. И это огромный плюс. То есть то, чего у мужчины быть не может. Дальше, внимание к деталям и к мелочам, к их количеству. У женщин как-то по-особому так устроен мозг, что то количество данных, которые хрупкая девушка может держать у себя в голове, оно для мужчины абсолютно недоступно. Это должен быть либо талмуд, либо вот такая вот записная книжка, исписанная полностью. А у девушки это все находится в голове, ну, частично в сумке, в бездонной. Вот. Это вот, наверное, основное отличие. То есть женщины гораздо более всеобъемлющие, что ли, в восприятии реальности, ну и, собственно говоря, в способах ею манипулировать. То есть все гораздо тоньше, гораздо точнее на самом деле. Вот. Но, с другой стороны, менее определенно. Поэтому хорошо это или плохо, не знаю. Просто вот психологический портрет, который я заметил в работе там, своей мастерской, в общении с заказчиками, то есть, просто из практики. Наверное, это хорошо, да, потому что мы разные, и так и должно быть. Это очень здорово.